Пара собак поселилась в подвале жилого дома. Вскоре у пары появилось 5 щенков. Мама оставалась с малышами в подвале, а папа ходил по улицам в поиске еды для разросшегося семейства. Пса часто видели на улицах поселка, он искал съестное на помойках, выпрашивал еду у прохожих. Разжалобить людей и выпросить у них еды получалось редко, гораздо чаще собаку прогоняли. В свой подвал собаки посторонних не пускали, и отец и мать начинали яростно гавкать, защищая малышей от незнакомцев. Живущая в подвале семья не нравилась тем, кто жил в самом доме, и они начали требовать от управляющих решить тот вопрос, угрожая, что иначе сами разберутся со всеми животными при помощи яда. Дело дошло до главы администрации, он пожалел собак и позвонил волонтерам с просьбой пристроить животных. Забирать собачье семейство поехали Катя и Настя. Наслушавшись рассказов местных жителей, девушки ожидали от собак агрессии, но на деле оказалось, что мама очень ласковая и доверяет людям. Собака позволила людям зайти в подвал, где посреди гор мусора лежало 5 щенков черного цвета, очень похожих на своего папу. Собака позволила девушкам забрать малышей в машину, при этом она сопровождала их и не высказывала никакого негатива к людям. Папа оказался еще молодым псом, он испугался людей и убежал, бросив свое семейство. Маму и ее малышей мы поселили в отдельный барьер. Щенки начали на еще не твердых лапах ходить по вольеру и тихо пищать, стало понятно, что они голодны. Из-за недоедания у собаки не хватало молока, поэтому малышам мы предложили кашу и мясо, они сразу же набросились на угощение. Собаку мы решили назвать в честь поселка, где ее нашли, так она стала Кудина. Девочка оказалась очень нежной, ласковой, привязанной к людям. Через время стало заметно, что у нее воспалена петля, оттуда постоянно шла кровь. Визит к ветеринару и анализы показали серьезную проблему — венерическую саркому. У собак эта болезнь передается половым путем, а лечится, как и другая онкология, химиотерапия. Такой тип саркомы очень редко сопровождается метастазами, поэтому врачи дают хорошие прогнозы, осталось только найти деньги на химию. Щенки подросли и уже едят сами, поэтому для них нашли другую передержку. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!